Приветствую всех на канале Реальный Харьков. Продолжаем нашу непостоянную, но интересную рубрику на канале Харьков, который мы потеряли, в которой мы рассказываем про достопримечательности, про места в городе, которые когда-то были символом Харькова, либо историей, которую знали все харьковчане, но потеряли в силу тех или иных обстоятельств. Как это было, например, с Будянским фаянсовым заводом, кондитерской фабрикой имени Крупской, заводом «Серп и молот», Харьковским велозаводом, которых уже давно нет, но память о них живет, и это останется историей нашего города. Одной из таких достопримечательностей, о которых пойдет речь в этом видео, Харьковский элеватор. Данная достопримечательность находилась рядом с железнодорожным вокзалом Харьков-Пассажирский. В заброшенном состоянии постройка пребывала с 1990-х годов. С тех пор оно стало излюбленным местом экстремалов, фотографов и просто туристов. Элеватор относился к числу архитектурных маркеров. Он был узнаваем, хотя, как правило, и не присутствовал на открытках и фотографиях города. Кроме того, этот объект наглядно показывал ретроспективу развития нашего индустриального строительства, от каких форм, материалов и технологий оно шло. Это, в частности, переход в межвоенный период 1920-1930-е годы от кирпичной архитектуры к монолитному, а потом и сборному железобетону. Харьковский элеватор был одним из самых известных и масштабных заброшенных объектов в городе. Свое существование элеватор вместе с мельницей начал в далеком 1900 году. Именно тогда в городе появилось и первое зернохранилище. Сюда свозили зерно с полей всего региона. Сначала на конных повозках, а затем уже и по железной дороге. В 1913 году к элеватору проложили отдельную железнодорожную ветку, что ускорило загрузку и отправку зерна. Элеватор стал важной частью городской экономики. Его строительство не только создало новые рабочие места, но еще и обеспечивало продовольственную безопасность региона и укрепляло торговые связи. Первая мировая война и революция серьезно отразились на работе элеватора. Логистика рушилась, железные дороги работали с перебоями, а многие работники ушли на фронт. Точных данных о его состоянии в тот период нет, но вполне вероятно, что элеватор был частично разрушен или разграблен. После гражданской войны 1920-е годы началось масштабное восстановление промышленной и сельскохозяйственной инфраструктуры. Харьковский элеватор привели в порядок и вновь запустили. Вторая мировая война тоже нанесла удар. В 1941 году Харьков оккупировали немецкие войска, а во время ожесточенных боев за город элеватор был очень сильно поврежден. Но уже в 1940-1950-х годах его восстановили, и на этот раз он предстал в новом облике – с монументальной бетонной колонной в стиле сталинских времен. Эта колонна на долгие годы стала символом послевоенного возрождения города. После восстановления элеватор опять стал крупнейшим зернохранилищем в регионе. В 1970-х годах на территории Харьковского элеватора работал мельзавод номер 1, а позже, после реорганизации, расположился хлебзавод номер 2. Но в 1991 году работа мельницы была остановлена, а ее здание взорвали. На этом месте собирались построить новую мельницу с макаронным помолом мощностью 400 тонн в сутки под планируемую макаронную фабрику в Рогане. Однако элеватор стал терять свою актуальность. Изменения в экономике, модернизация производства и новые логистические маршруты сделали его работу нерентабельной. В 1995 году его окончательно закрыли и объявили банкротом. В начале 2000-х годов в угловом административном здании бывшего элеватора размещалось харьковское представительство компании «Хлеб Украины», в которое вошел комбинат хлебпродуктов номер 2.
После того, как харьковское представительство покинуло административное здание элеватора, начался демонтаж конструкций комплекса. Работы продолжались вплоть до 2008 года, после чего были заморожены. Пустой элеватор быстро стал местом притяжения для любителей острых ощущений. Молодежь поднималась на вершину, чтобы полюбоваться панорамой города, а некоторые экстремалы даже назначали там свидания. Но в 2016 году 22-летний парень сорвался с высоты и погиб. После этого случая охрана территории была усилена, а на элеватор стало практически невозможно попасть. Годы шли, и вопрос о будущем элеватора становился все острее. Горожане, архитекторы и власти долгое время спорили между собой о его дальнейшей судьбе. Одни предлагали снести здание, а другие мечтали сохранить его и превратить в культурный центр, как это делают во многих странах Европы, превращая огромные промышленные объекты в музеи, офисные здания и даже в необычные жилые пространства. Но все-таки было принято решение про снос элеватора. Харьковские архитекторы-реставраторы были убеждены: ценными являются высокая башня и цилиндрические объемы. Все вместе они составляют композиции. Их бы привести в порядок, найти для них интересную функцию, и они жили бы дальше и привлекали внимание своей нетривиальностью. Внушительная конструкция высотой 60 метров была в некоторой степени достопримечательностью района. Она была заметна издалека. Башню предлагали оставить в качестве смотровой площадки и примера промышленной архитектуры середины 20 века. Перед сносом городские активисты организовали акцию «Республика Элеватор». Для многих харьковчан это здание стало больше, чем просто промышленный объект. Оно хранило историю нескольких поколений горожан. Первая попытка сноса в октябре 2020 года была неудачной. В сталинские времена строили на века, и башня оказалась крепче, чем ожидалось. Но 16 мая 2021 года ее все-таки взорвали, а остатки разобрали спецтехникой. Для многих харьковчан это было символическим прощанием с целой эпохой. Административное здание элеватора было взорвано в октябре 2020 года, бетонный каркас которого устоял. Его также разбирала строительная техника. Сейчас на месте элеватора строится жилой комплекс со всей необходимой инфраструктурой. Кто-то считает это правильным, город развивается, растет, но другие уверены: никакие новые здания не заменят, например, ту знаменитую колонну элеватора. История харьковского элеватора завершилась, как и завершилась и целая эпоха в жизни города. Там, где когда-то гудели поезда, сыпалось зерно и работали люди, сейчас появляются новые здания, которые строит компания «Жилстрой-1». Но сможет ли что-то заменить то особенное ощущение, которое вызывала эта монументальная башня? Величественная, суровая, непоколебимая. Даже под влиянием времени она олицетворяла силу и упорство города, его стремление к развитию и способность возрождаться после любых разрушений. Элеватора нет, но память о нем останется на этих кадрах, в воспоминаниях горожан и в ностальгии тех, кто считал его неотъемлемой частью родного Харькова.